Когда Валерию позвонили и сообщили, что Олеси, его старшей сестры, больше нет в живых, он не сразу поверил. Мужчина недавно потерял супругу из-за фатальной ошибки врачей. Поэтому принять того, что еще одного близкого человека не стало, было слишком сложно, почти нереально. «Нет», — ответил тогда Валерий врачу, который ему позвонил. «Вы ошибаетесь. Олеся. С ней все хорошо». Однако ошибки не было. Олеся попала в аварию. Позже Валерий узнал удручающие подробности. В крови погибшей был найден алкоголь. В ту ночь она ехала от любовника, с которым поругалась. Женщина была пьяна и на взводе. Лил сильный дождь, а Олеся все давила на педаль газа. Полицейские прокомментировали, что если бы она добралась до дома живой, это было бы чудом. Однако чудес не бывает, это Валерий понял очень четко за последний год. И единственным плюсом было то, что его сестрица никого не сбила по пути на тот свет. Мужчина в тот же вечер взял маленькую дочку, Алиску, полетел в другой город, чтобы устроить похороны сестры. К несчастью, у Валерия в этом деле скопилось много опыта. Сначала были родители, потом жена, а вот теперь и сестра. Отец и дочь расположились в квартире сестры, которая когда-то принадлежала их родителям. Здесь Валера и Олеся провели детство. В какой-то момент, вновь надевая черный костюм, мужчина подумал, что над их семьей висит проклятие. Какой-то мистический злой рок. Валерий тогда смотрел в свое отражение и думал, неужели я следующий? Однако он быстро отмел от себя подобные мысли. Нет уж, у него есть дочка. Маленькая Алиса, свет его души. И, если будет надо, мужчина схлестнется в неравной битве даже со старухой в хламиде и с косой, лишь бы остаться рядом с ней как можно дольше. Выйдя из комнаты, которую он временно занимал с Алисой, мужчина двинулся к выходу. Однако остановился рядом с детской. Дверь в комнату была открыта. У зеркала стоял Димка, сын покойный, которому недавно исполнилось 15 лет. Нахмурив лоб, он пытался завязать галстук. Пальцы его дрожали и не слушались. «Чёрт!» – выдохнул мальчик, в какой-то момент бросая это гиблое дело. Он сдернул галстук с шеи, бросил на пол. Сам вцепился пальцами в каштановые волосы, такие же, какие были у его матери. Сердце Валерия снова жалось. Он был крестным отцом Димки, хотя, из-за расстояния между семьями, редко видел мальчика. Он отделывался звонками да присылал денег по праздникам. Мужчина прошел в комнату, поднял галстук и подошел к племяннику. «Давай, я тебе помогу». Дима хотел было отмахнуться, но затем передумал. Он смиренно и молча подошел к дяде. Валерий, пока завязывал аксессуар, пытался найти нужные слова поддержки. Однако он был моряком, капитаном судна, а не поэтом или психологом. Разговоры по душам давались ему с большим трудом, чем противостояние штормам. Однако Дима начал первым. «Как вы справляетесь?» – спросил мальчик, подняв взгляд на дядю. «Вы же потеряли жену». Мужчина растерялся под серьезным взглядом подростка. Наверное, я просто стал жить ради дочки», – признался Валерий. Дима кивнул, принимая его ответ, а затем тихо спросил, обращаясь к себе, а не дяде, «И ради кого жить мне?» Валерий снова не успел сказать и слова, а Дима продолжил, «Она была неплохой матерью. Конечно, сумасбродной и не такой, как остальные мамы. Ей проще было заказать пиццу, чем приготовиться кашу. Она ненавидела родительские собрания, не интересовалась моими оценками, считая, что образование – это полная хрень. Она часто влюблялась в кого-то, в итоге страдала и рыдала у меня на шее. Словно подруга, а не мать. Я даже научился готовить суп от похмелья. В 10 лет. Но она меня любила, дядя Валера, клянусь, любила. Я ее тоже любил», – признался ребенок, а голос сорвался и дрогнул. Валерий подался вперед и крепко обнял племянника. «Димка, все наладится. Больно, да, но время лечит», – пообещал он. «И я тебя не оставлю, слышишь? Один ты не будешь. Теперь у тебя есть я и Алиска». После похорон о решении Валерия забрать с собой Диму и усыновить подростка узнали все, кто пришел попрощаться с усопшей. Среди них были ее подруги, коллеги, соседи. Олеся жила в старой квартире их родителей, поэтому знакомых у Валеры хватало. Вот и тетя Оля, которая знала брата и сестру Голиковых с детства, внезапно попыталась отговорить мужчину от ошибки. «Не пари горячку», – заявила она, садясь рядом с ним за поминальный стол. «Ты сам отец-одиночка.
Тебе мелкую надо на ноги поднимать, родную. Куда еще одного на себя брать? А Димка что, не родной что ли? Изумился Валерий. Ольга цокнула, покачала головой. Послушай, Валера, тебя же никто не осудит, поэтому не надо этого героизма. Мальчика надо в приют определять, вот тебе мой совет. Там с ним справиться. Мы ведь все знаем, на самом деле, какой была его мать. Валерий поднял голову, тяжелым взглядом уставился на женщину. И какой же была Олеська? Оля угрозы в его голосе не услышала. Также она забыла про простую истину, что о мертвых либо хорошо говорят, либо молчат. Поэтому женщина, опрокинув в себя еще одну рюмочку наливки, да закусив бутербродиком, охотно начала рассказывать. Она же у вас совсем непутевая была. Сколько крови у твоих родителей, царствие им небесное, выпить успела. Вика же, мама твоя, часто ко мне на первый этаж бегала и все плакала, жаловалась, что с Олесей сладу нет. Я тебе так скажу, мать твоя бы подольше прожила, если бы не сестра. Заявила Ольга, покачивая головой. Она с детства из дома убегала, пропадала неизвестно с кем. Связывалась даже с бандитами. Курила, пила, еще со школы. Да и потом, от кого Димку родила, ты знаешь? Никто не знает. А какие у него гены, при таком раскладе, быть могут, он же в мамку пойдет, либо в отца неизвестного. А тот, наверняка, либо на зоне, либо спился давно. У Алиски нормальных мужиков сроду не было. Ты уж прости, говорю как есть, но я же добра тебе желаю. Не должен ты за чужие грехи отвечать и растить чадо непутевой сестрицы. Раздался треск. Ольга ахнула, глядя на руку собеседника. Валерий тоже удивленно посмотрел на собственную ладонь. Он с такой силой жал рюмку из тонкого стекла, что та треснула в пальцах бывалого моряка. Он стряхнул с ладони осколки и остатки невыпитого алкоголя. Затем обвел взглядом притихший стол. «Дорогие гости, думаю, вам уже пора», – сцедил мужчина. Перешептываясь и оглядываясь на Валерия, все повставали, выходя из гостиной. Вскоре она опустела, и к задумчивому дяде подошел племянник. «Дядя Валера, вы мне ничего не должны», – сказал Димка, который подслушал разговор взрослых. «Я сам справлюсь. Знаете, мамы часто не было дома. Я лет с 6 научился быть абсолютно самостоятельным. Поэтому нет смысла вам со мной нянчиться. Да и что люди скажут? Вы меня здесь оставьте, только опеку оформите, пожалуйста, чтобы меня в детский дом не забрали. А дальше я сам». Валера моргнул, посмотрел на крестника изумленно. «Ты что говоришь такое, Димка? Не слушай никого, идиотов вокруг хватает. В жизни таких сплетников будет еще много, если на каждого внимание обращать, то своей жизнью пожить не успеешь». Покачал головой дядя. «Ты для меня не обуза, а часть моей семьи. Слышишь?» Дима неуверенно кивнул, отвел взгляд от крестного отца. Было видно, что мальчику сложно начинать новую жизнь. Валерий забрал ребенка с собой, в дом, где они жили вместе с Алисой. Он строил его сам, для своей семьи, по проекту Кристины, что была архитектором. Кристина всегда мечтала жить в частном доме. Женщина частенько говорила, как представляет их жизнь. Мол, будет у них 2 ребенка, мальчик и девочка, а еще собака и кот, это обязательно. Будут они жить в доме с чудесным благоухающим розарием и большим задним двором. Будут летними вечерами ужинать в беседке и обсуждать, как прошел день. Она мечтала вырастить прелестную принцессу из Алисы и смелого, хорошего сына. Только вот жизнь распорядилась иначе. Кристины больше не было. За розами никто не ухаживал, поэтому они стали чахнуть. По углам красивой беседки пауки плели паутину, пользуясь тем, что там никто не появлялся. Мангал Валерий давно не открывал. Все изменилось, когда наступил июнь. Дима уже полгода жил с новой семьей. С Алисой они прекрасно ладили. Мальчик с удовольствием общался с младшей сестренкой, гулял, играл с ней и даже помогал ей учить буквы и цифры. Алиса считала Димку братом, называла исключительно Митюшкой. Конечно, сам парень Валерия отцом не называл, но любил его искренне. В этот период Валерий перестал ходить в морские рейсы. Он стал, так называемым, сухопутным моряком. Начальство пошло навстречу мужчине, позволяя ему приезжать на работу каждый день, а затем уезжать, чтобы заботиться о детях. Мужчина был в новой команде, с которой нашел общий язык, но тесных связей не завел. Однако вопрос о том, что капитан должен вернуться к рейсам, стоял остро.
В тот вечер мужчина пришел домой в плохом настроении. Один из капитанов их компании получил травму и загремел в больницу. Заменить его было некем, остальные были уже у берегов чужих стран. Поэтому выбор пал на Сотникова. Мужчина размышлял, что ему предпринять. Не мог же он оставить Алису на Димку, ведь они оба были детьми. Едва Валерий зашел на участок, как его обоняние уловило потрясающий аромат жареного на костре мяса. Мужчина, который в этот день успел только позавтракать, почувствовал, как у него пошла слюна, словно у собаки Павлова, увидевшей загоревшуюся лампочку. Мужчина пошел на аромат, который тянулся с заднего двора. Он опешил, заметив, что его сын и дочка накрывают стол в беседке. Сама беседка была украшена шарами и бумажной надписью «С днем рождения». Алиса раскладывала салфетки, а Димка стоял у мангала. Он жарил стейки и овощи. Валерий даже заметил свою любимую кукурузу, которую дети терпеть не могли. Тут Алиса подняла взгляд от стола, увидела папу. «Митюшка!» – заверещала она, взывая к брату. Папа пришел. Дима повернулся и широко улыбнулся. «Сюрприз! С днем рождения!» – закричали дети нестройным хором. Малышка побежала к отцу, протягивая руки вверх. Сотников схватил ее на руки, растерявшись. «Я совсем забыл, что у меня день рождения», – пробормотал он. «Главное, чтобы об этом помнили близкие люди», – глубокомысленно заметил Дима. «Садитесь за стол, будем вам подарки вручать». Именинник в этот вечер с трудом сдержал слезы. Забота детей была ему безмерно приятна. Позже, когда усталая Алиса уснула на руках отца, а Димка начал убирать тарелки из-под торта, мужчина огляделся вокруг. Он словно впервые увидел цветы, что росли у его дома. Валерий присмотрелся и позвал Диму. «А что с розами?» – спросил он. «Мне казалось, что они все погибли». Дима тоже посмотрел на цветы и смущенно улыбнулся. «Я на разных работах был, с детства», – признался мальчик. Однажды желающим школьникам предложили ухаживать за цветами, деревьями, в городе и парках. Всему обучали, платили неплохо. Вот я и научился. Тут только 2 сорта роз в июне цветут, но остальные попозже тоже потянутся. Сердце Валерия жалось, задрожало. Он крепче прижал спящую дочку и с благодарностью посмотрел на названного сына. «Спасибо, Дима», – сказал мужчина. Дмитрий лишь плечами пожал, мол, что такого, всего лишь цветы. Однако Валерий говорил спасибо не за это. Мужчина сидел в беседке, где уже не было пыли, пауков, старого хлама. Его дочь не чувствовала себя одинокой без отца. Цветы его жены снова потянулись к солнцу. Валерий не верил, что все это сделал один юный парень. «Я тебя спасти хотел, а в итоге ты нас спас», – подумал про себя Сотников. Спустя пару недель Валерий признался Диме, что вынужден уйти в море. Дмитрий кивнул. «Ни о чем не переживайте. Я об Алисе позабочусь. Я найму няню», – сказал Валерий. «Она будет приезжать к вам, готовить, смотреть за Алиской. Я не собираюсь тебя лишать жизни, Димка. Делайте, как считаете нужным». Снова кивнул Дима. «Однако у меня с Алисой никаких проблем нет. Тем более, до школы еще 2 месяца. Можете не спешить с нянькой». На том все и решили. Валерий уехал в рейс на 5 месяцев, но, как обычно бывает, путь затянулся. Связей почти не было, поэтому мужчина переживал за своих детей, хотя и оставил их на попечение женщины с солидным окладом. Вернулся мужчина через полгода и был в шоке, когда прибыл домой. Валерий хотел сделать детям сюрприз. Однако, зайдя в дом, он услышал крик боли своей дочки. Бросив сумки с вещами и подарками, он ринулся в гостиную. Алиса лежала на диване, корчилась от боли. Над ней хлопотала няня, Зина Игоревна. «Папочка!» – ахнула Алиса, увидев отца. У девочки, что держалась за живот, даже не было сил обрадоваться. Она снова сморщилась, а лицо ее было мокрым. Мужчина бросился на колени перед диваном. «Алиса, родная, что случилось?» Он посмотрел на бледную няню. «Что с моей дочкой?» Тут одеяло с малышки соскочило. Валерий побледнел, увидев большой живот. Что это?» – прохрипел он, не в силах отвести взгляд от живота ребенка. В это мгновение он понял, что Димки рядом не увидел. Мужчина посмотрел на Зинаиду обезумевшим от ужаса взглядом. «Где Димка? Что с Алисой?» – потребовал он ответов вновь. Я не знаю, что с девочкой», – прошептала она, зачем-то хватаясь за крест.
А Дима, он в полиции. Сердце мужчин оборвалось. На ум лезли только самые страшные мысли, но он пытался, отчаянно старался гнать их от себя. Как в тюрьме, эхом повторил Валерий, вконец запутавшись. Он положил ладонь на лоб дочки, которая затихла, когда боль ее отпустила. Лишь тогда няня, собравшись с мыслями, все ему рассказала. Алисе стало плохо. Началось все месяц назад. У нее внезапно скрутило живот, ее рвало без остановки. Началось все ночью, а я же здесь не ночую. Утром приехала, а Дима бледный, словно полотно. Рядом с Алисой врачи стоят. Они детку на скорой увезли. Почему мне не позвонили? Сначала мы хотели вам сказать, но не дозвонились сразу. А потом Дима запретил. Он объяснил, что вы все равно не вернетесь обратно раньше срока, но будете с ума сходить на борту корабля, потому что помочь оттуда не сможете. Пожалел он вас, на себя все взял. Призналась няня. А когда все стало хуже, Дима пытался вам позвонить, но связи все не было и не было. И что с моим ребенком? Торопил мужчина няню. Так вот, врачи тогда сказали, что у нее это, как ее, рефлюксная болезнь. Велели соблюдать диету. Я готовила все строго по ней. А уж как Димка следил за Алисой, на шаг не отходил. Ночью дежурил у кровати, все боялся, что ее тошнить начнет. А когда он не спал, то все читал справочники медицинские, потому что врачам не верил. Сказал мне, что Алисе лучше не становится. Недавно живот увеличивается, боль появилась. Ну вот, он и вызвал врачей снова. Они опять руками развели. И когда Дима позвонил врачам в третий раз, тогда и началось все это. Он обвинял их в халатности и некомпетентности. Стал требовать, чтобы они забрали Алису и провели анализы и обследования, проверили ее. Не помню уж, на что-то там с кишечником связанное. Они грубили в ответ, велели не умничать. Сказали, что у них вызовов тьма, а тут еще ехать пришлось в частный дом, за город. Сказали также, что Димка у них договорится, и они подадут жалобу в органы опеки. Мол, что мальчонка несовершеннолетний с девочкой остался, а отец где-то ходит. Дима тогда так покраснел сильно, затрясся весь. Я его таким не видела раньше. Он же мальчик добрый, милый. А тут бросился на врача с кулаками, избил его сильно, словно вселился в него кто. Его еле оттащили. После этого медики вызвали полицию, Диму забрали в участок, угрожали тут по-всякому. Тут Зинаида Игоревна всхлипнула и залилась слезами. А Алисе резко хуже стало. Я же теперь боюсь и врачам звонить. Что же делается такое? От услышанного Валерий был в шоке. Однако сидеть сложа руки и переваривать новости у него времени не было. Мужчина схватил дочку и поехал в частную клинику. Там он, принеся ребенка на руках, потребовал у врачей помощи. Медики были шокированы состоянием девочки. Они начали проводить необходимую диагностику, о которой так молил врачей Дмитрий. Когда ребенка обследовали, мужчина принялся звонить друзьям, тем, на кого мог положиться. К счастью, связи у капитана имелись. Он узнал, где держат Димку, и попросил вытащить подростка из передряги. Вскоре к Валерию, что мерил шагами больничный коридор, словно тигр в клетке, вышел лечащий врач и хирург со страшными новостями о диагнозе: у Алисы непроходимость кишечника. Ей нужна срочная госпитализация и операция, пояснил врач. С ней все будет хорошо, спросил испуганный отец. Пока не могу вам ответить, честно сказал врач. Случай сложный. При таком недуге осложнения могут включать сепсис, ишемию кишечника, перфорацию кишечника. Однако мы надеемся на хороший исход. Ваша дочь в руках профессионалов. Дмитрий спрятал лицо в ладонях, с силой потер его, словно надеялся проснуться от кошмара. Он невольно снова подумал про злой рок. Неужели он пропустил свою очередь, но настал черед Алисы? Нет, такого просто не могло быть. Вдруг моряк услышал топот ног. Посмотрел в сторону звука, увидел испуганное лицо Димки. Парень был невероятно бледным. Глаза были так широко распахнуты, что занимали, казалось, все лицо подростка. «Простите», – прошептал он. «Простите меня, пожалуйста, я должен был». Валерий сгреб крестного сына в объятия. Прижал к себе крепко, позволил заплакать. Он слез не стыдился. Как и Димка, который стал нервно всхлипывать, обмякнув в руках названного отца. «Ты молодец, парень», – просипел Валерий, немного успокоившись. «Спасибо, что так заботишься об Алиске.
Ты ни в чем не виноват, даже не смей думать об этом, ясно? Димка, утерев лицо рукавом толстовки, неуверенно кивнул. Они сидели рядом, на неудобных жестких стульях. Сидели долго, но сколько, не знали. Может час, может 3, а может и сутки минули. И вот, к ним вышел врач. Валера и Дима резко вскочили на ноги, глядя на хирурга с испугом и надеждой одновременно. Мужчина улыбнулся и кивнул. Все будет хорошо. Вовремя все-таки девчонку привезли, слава богу. Конечно, нам еще предстоит поставить ее на ноги, но худшее позади. Скоро забудете, как страшный сон. Валерий и Дима снова обнялись, снова рыдали, но уже от счастья. Хирург же, довольно глядя на них, неожиданно встрепенулся, кое-что вспомнив. «Мы тут что поняли, пока ребенка обследовали?» Произнес он озадаченно. У нее в книжке диагноз был неправильный. Однако лечение подобрали верное. Поэтому и был возможен такой исход операции, ведь болезнь не запустили. Как так вышло? Дима переступил с ноги на ногу и неуверенно посмотрел на врача. Алисе хуже становилось, а врачи не помогали. Признался он. Я стал сам искать причину и пытался ей помочь. Конечно, я не хотел ей навредить, действовал с оглядкой, все проверял. Но я просто не мог сидеть, сложа руки, понимаете? Хирург задумался, затем медленно кивнул. Он постучал мальчика по плечу, одобряя его действия. Конечно, лучше бы ты ее сразу к нам притащил. Мы бы не отказали в помощи. Все-таки ты не специалист, всякое могло случиться. Однако бездействие гораздо хуже, в вашем случае. Ты смелый юноша. И, возможно, будущий врач. Задатки я в тебе точно вижу. О чем Дмитрий умолчал, так о том, что он уже обвивал пороги клиник. Однако, когда он приехал в больницу, в надежде получить консультацию или записать Алису, его отправили домой. Сказали, что он ей не опекун и никто. Стали задавать странные вопросы. А некоторые, особо мерзкие медсестры, поинтересовались, не он ли виновник большого живота у ребенка. Мальчик боялся, что у его семьи будут проблемы, если он продолжит внимание привлекать. Совсем отчаялся, решил сделать хоть что-нибудь. Поэтому Дмитрий начал изучать талмуды по медицине. В итоге Алису вылечили. Врачей, что не хотели везти ребенка в больницу, ссылаясь на выдуманный диагноз, отправили на скамью подсудимых. Валерий прощать людей, что так поступили с его детьми, не собирался. А вот семья Сотников зажила в мире и согласии. С той поры минуло 13 лет. У Дмитрия уже была своя семья, его дети называли Валерия дедушкой. Как и говорил хирург, из Димы получился прекрасный врач. Такой, который не совершал чудовищных ошибок и не отказывал людям в помощи. А еще из него вышел замечательный сын, отец, муж и самый лучший в мире брат. Алиса же училась на архитектора в институте. Она горела своей профессией, поэтому семью заводить не спешила. Она все больше любила путешествовать по миру, наслаждаясь жизнью. Девочка была вся в маму. Неизменным осталось главное. Семья все так же собиралась в беседке на заднем дворе дома Валерия. Только гораздо большим составом. Здесь же резвились кот и собака, которых Валерию подарили любимые дети. Новую жену капитан так и не нашел. Он любил один раз и на всю жизнь. Однако одиноким он себя никогда не чувствовал. Порой мужчина смотрел в небо и надеялся, что его любовь видит, как красиво растут ее розы. Как в саду смеются их дети, мальчик и девочка. Как играют с бабочками собака и кот, о которых она мечтала. Он надеялся, что она видит, как они счастливы, и улыбается.